Друзья, как и обещал, сейчас будем учиться скалолазанию. Разберем классический прыжок в сторону. Казалось бы, максимально простое движение, но, к сожалению, даже у профессиональных спортсменов могут возникнуть сложности в правильности его выполнения. Хорошие две зацепки и прыжок на еще большую удобную ручку. Вроде все просто, но здесь есть много нюансов. Первое. Как у нас расположен корпус? Психологическим фактором является страх перед прыжком спиной от стены. Поэтому чаще всего все прыгают лицом. При этом у нас получается одна рука находится в более далеком расстоянии от нашей зацепки, и поэтому нам тяжелее достать. Что происходит? Мы прыгаем, и у нас одна рука оказывается ближе, вторая дальше. Мы в любом случае не можем допрыгнуть. Следующий момент. Если у вас еще кисть не развита достаточно сильно, то, конечно же, надо прыгать на две руки. Хотя многие пытаются достать одной. Одна рука длиннее, да, это понятно. Но когда вы еще начинающий скалолаз, новичок или любитель, у вас одна рука, возможно, не удержит такой большой маятник, который здесь может образоваться за счет длины и траектории прыжка. Ноги. Правая нога у нас является толчковой влево. Левая нога нам задает траекторию вверх. И тут можно и завернуться, но при этом надо оттолкнуться, да? Можно из положения лягушки выпрыгивать. Но самый главный момент, что в момент прыжка у нас должна правая нога сработать влево, а левая нога должна сработать вверх. Причем сначала правая, потом левая. Таким образом мы зададим траекторию прямо к нужной зацепке. Следующий очень важный момент, про который все забывают. Когда скалолаз хочет сделать прыжок, он становится в статичную позицию, смотрит на зацепку и просто делает за счет ног или рывка рук движение в зацепку. Это ошибка. Так сделать возможно, но намного сложнее. Особенно если мы возьмем скалолаза физически слабо развитого. Поэтому здесь нужно применить элемент маятника. И добавляем движением таза раскачку влево-вправо. Достаточно, в принципе, пары замах. То есть мы можем достичь максимального нашего маятника за счет 2 раз. При этом мы отталкиваемся ногами влево, вправо, влево, вправо. Теперь наша задача все это соединить в один качественный прыжок. И еще раз. Мы становимся в позицию, задаем раскачку тазом. И в момент, когда нас несет в сторону нашей зацепки, мы отталкиваемся правой ногой влево, левой ногой вверх. И летим 2 плечами на зацепку. То есть нам надо вот так на нее лететь. Вот так вот нам получается неудобно. Мы так увеличиваем расстояние. Особенно если зацепка, вот она сейчас у нас повернута таким образом. Если бы она была вот так, вот здесь бы держала, тогда 100% нам надо лететь именно спиной на нее, а не разворачиваться лицом. Иначе это будет очень неудобное положение для нас. Если вы в этом совсем новичок, еще вообще ни разу не прыгали зацепки на зацепку, можно сделать подготовительное упражнение. Встать в позицию нужного вам прыжка и не прыгать на зацепку, а спрыгнуть на мат. То есть именно свалиться на него спиной, чтобы почувствовать именно вот этот эффект падения. Потому что при прыжке и неудачной попытке, скорее всего, вы так и упадете. Это может сыграть большую роль в том, получится ли у вас сделать в итоге прыжок. Желательно, если у вас есть возможность, сократить данный прыжок, то есть добавить зацепку, с которой вы прыгаете, ближе, и ту, на которую прыгаете, тоже поставить еще одну поближе, чтобы сократить расстояние между ними. Сделать сначала простой, потом уже усложнить и еще сложнее. Тогда у вас будет повышаться уровень. Ну что, пробуем? 2 ноги, раскачались и оттолкнулись. И еще один нюанс. Чем вы сильнее будете в блок на зацепку, тем лучше у вас будут работать руки, кисти. Кисти будут работать лучше. Если мы приземляемся на прямые руки, то нам тяжелее всего включить наши кисти. Соответственно, чем сильнее мы взорвем, если у нас прям зацепок окажется у груди, тогда нам будет очень легко удержаться. Теперь давайте перейдем на положительный наклон, или как в скалолазании называют слэп, лежачка, на баланс, как угодно, где нужно работать именно ногами на плоскостях. Пойдемте. Переходим ко всей нелюбимой в России лежачке. Уровень лазания по положительному наклону в нашей стране, я думаю, ниже среднего. Я попробую объяснить, как надо работать на фанерных плоскостях. Смотрите, здесь несколько моментов. Первое. На нашу плоскость надо всегда давить
перпендикулярно. То есть, если у нас сильный угол наклона, то мы должны все равно давить на плоскость нашими скальниками. Сейчас я это все продемонстрирую. Второй момент. Все наши рельефы на какое-то расстояние выпирают от самой стены. Тем самым создают плоскость. И очень-очень важный момент, запомните или запишите себе вообще. Чем у нас нога стоит дальше на плоскости, тем лучше. Потому что тогда мы больше можем лечь на стену. Нам нужно максимально на ней лежать, прилипнуть, можно сказать, к стене всем телом, а ногами работать. Надо, чтобы было все тело расслаблено. Нам не надо быть зажат, не должен быть поднят корпус вот так вверх, плеч, не должно быть этого. Мы должны быть здесь расслаблены и шагать ногами, как балерина. Еще раз, как бы плоскости не были расположены, мы всегда должны давить на них перпендикулярно. То есть наша подошва скальника, она должна прилегать перпендикулярно на плоскость. Чем больше соприкосновения нашего скальника с плоскостью, тем лучше трение, тем лучше будет стоять нога. То есть здесь вот так должна стопа быть расположена. Здесь налево слегка. То есть везде надо подстраиваться под плоскости. Иначе, скорее всего, нога будет соскальзывать с рельефа. Давайте я вам покажу, как должна расположена быть нога. Если мы ставим вот так, и перпендикулярно полу, то у нас здесь большой очень зазор, и соприкосновение с трением минимальное. Соответственно, вероятность почти 100%, что нога соскользнет. Поэтому здесь надо работать именно с плоскостью. То есть у нас стопа должна быть развернута так, чтобы не было зазора, и максимальное количество должно соприкасаться. Если мы поставим на самый кончик, то опять плоскость очень маленькая, которая соприкасается наших туфлей и плоскость. И, соответственно, прижиматься мы должны максимально к стене. То есть мои ноги стоят с края. Если я встану ближе к стене, то я уже буду почти ровно, почти перпендикулярно мое тело будет по отношению к полу. И поэтому мне легче от нее отвалиться. Ну а теперь я попробую вам продемонстрировать прохождение этой трассы только на ногах, никаких рук. Это очень непростой участок. Нога была здесь, да? Это является ошибкой, потому что я мог задействовать плоскость еще ниже, соответственно, я был бы дальше от стены, и мне было бы уже комфортнее. Сейчас попробуем еще раз. Я решил все-таки немного подкрутить этот рельеф, потому что я все это накидал на стену буквально час назад, и получается очень неравномерная трасса. Очень сложный элемент вот здесь. А мне все-таки хочется, чтобы она была пролезаема.
И вот такой динамичный финиш, проверка на смелость. И теперь пойдемте на более сложное координационное движение с отстановкой ноги. Оно будет еще интереснее. Поехали. Самый классический прыжок в бок с отстановкой ноги. С двух рук. Самые важные моменты. Вот запомните, раз и навсегда, такие движения всегда делаются с маха ноги. Без маха ноги это сделать намного сложнее. То есть, если у нас работа с плоскостью, которая смотрит на нас, то при статичной нагрузке нам очень тяжело задать правильное давление на эту плоскость. То есть мы будем вставать, и очень большая вероятность, что она у нас вот так проскользнет. Замах ногой у нас должен идти с вытянутых рук и с траектории примерно под 45 градусов к стене. 90 неправильно, прижаться тоже неправильно, потому что у нас уже рука сгибает. Примерно под 45, чтобы у нас была траектория на стену. То есть от стены к стене. Всегда работает одинаково. Следующий момент. Здесь первое идет мах ногой. Второе — динамичная смена ног и отстановка в следующий рельеф. Потому что без этой отстановки ноги у нас не будет работать зацепка, за которую нам нужно схватиться. Очень частая ошибка, когда скалолаз пробует достичь конкретной цели, то есть взяться рукой, и не думает о том, куда он направил корпус, куда он отставил ногу, ему это не важно. Он хочет только взяться рукой. И в связи с этим ничего не получится. После замаха наша задача выпрямиться над этим рельефом. То есть нам не надо лететь нашим корпусом к нашей зацепке или к этому рельефу. Наша задача за счет маха задать импульс и выпрямиться вверх. Потому что рука, как вы видите, вот она уже отсюда, при моем корпусе здесь, она достает туда, куда нам нужно. И, соответственно, нога отставляется. После того, как мы встаем, мы должны динамично сделать смену ног и отстановку. Показываю на полу, как это происходит. Мы делаем замах, упираемся в рельеф, меняемся, отставляем и рука. Все это вместе, друг за другом. По-другому работать не будет. Надо как можно больше прокручивать это в голове в момент попыток, чтобы у вас уже была установка для ног и для рук, что делать. Потому что при координационном движении очень легко запутаться. И еще один очень важный момент. Когда вы изучаете любое координационное движение, хоть это самый простой прыжок, как мы рассмотрели в самом начале, или вот это, вы должны понимать, что координационное движение физически несложное. Оно сложное именно для нашего понимания, как расположить корпус, как надо двинуться, куда и где прижаться. Поэтому здесь может помочь только наработка данного элемента. Если у нас не получилось раз, два, 10 раз не получилось, то надо еще пробовать. Силовой элемент, если не получается, то оно не получается, потому что не развит хват или корпус, все что угодно, но силовое. Именно не хватает сил. Здесь же совсем по-другому. Просто не развита координация. Тело не понимает, мозг не понимает, куда и как надо двигаться. Поэтому нужно только пробовать, нарабатывать и нарабатывать. Возможно, это не одна тренировка, а 2 или 3, но в итоге вы все равно добьетесь своей цели. Теорию вы всю получили, теперь давайте я продемонстрирую, как это будет выглядеть на практике. Сделаем сейчас на самую хорошую ручку. Итак, еще раз. Мы становимся, делаем замах, встали, отставили и взяли зацепку за счет ноги. То есть без ноги я бы провалился и ничего не получилось. Я делаю замах и встаю вот сюда. Я выпрямился над рельефом. И тут опять у нас работает то же правило, что и на положительном наклоне. Мы должны работать с плоскостью, перпендикулярно давить на плоскость. Если мы давим вниз, то она проскальзывает. Чем больше плоскости задействовано, тем лучше. И правую ногу выбирайте самую удобную для вас позицию, ближнюю точку для вашей цели. Потому что чем вы меньше ростом, тем вам надо больше пролететь. Чем будет ближе ваша нога к цели, тем будет меньше до нее расстояние. Тут еще важно максимально работать в руку и упираться ногой. У вас получается, давите рукой на себя, а ногой туда. Получается, в разные стороны идет давление, и вы останавливаете свой корпус тем самым. Теперь давайте я попробую сделать на вариант посложнее и самый сложный на актив. Это движение уже как раз таки сложнее,
в физическом плане. Потому что зацепка активная, и тут уже играет роль, насколько у вас развит хват. И, соответственно, чем выше зацепка, тем сильнее у вас должен быть взрыв на старте. Помимо замаха ногой, у нас еще должны наши выпрямленные руки обязательно сделать рывок к стене. И все это должно быть в комплексе. Тогда у вас обязательно получится это движение. Ну а теперь попробую самый сложный вариант. Он для меня крайне непростой. Посмотрим, с какой попытки я смогу это сделать. Уже близко. С четвертой сделаю. Вот в такие моменты, когда уже вы вроде почти можете сделать, но вам не хватает совсем чуть-чуть корпусом доработать. Во-первых, нужно не сдаваться. Во-вторых, в голове проработать это движение, визуализировать. Две руки, отстановка ноги, рукой схватились. Все в голове прям прокрутить, чтобы у вас не было лишних мыслей в момент движения. Надо думать на полу, а там реализовывать. Ребят, разобрали 3 элемента болдеринга. Классический прыжок, лазание по положительному наклону и прыжок с остановкой ноги. Если вам это видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И разошлите всем своим друзьям. Напишите в комментариях, если я забыл упомянуть какие-то важные моменты. Пишите о том, какие движения вы бы еще хотели, чтобы я разобрал. И, друзья, обязательно приезжайте на соревнования по классической скорости, которые пройдут 19 февраля в городе Воронеже. Все подробности будут по ссылке нашего аккаунта ClimbVRN в описании. Всем пока!